Поставьте лайк, подпишитесь и поделитесь этим видео, чтобы больше людей узнали этот секрет. Давайте развиваться вместе. Мужчины, обратите внимание, потому что я скажу вам правду, которую вы должны услышать, без прикрас и без сладких слов. Если вы устали отправлять скучные сообщения и остаетесь в однообразии, теряя возможность установить настоящую связь, да, пробудить сексуальное желание, пора проснуться и понять реальность. Прежде всего, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал и включите уведомления, потому что если вы даже не делаете элементарного, потом не жалуйтесь, что ваша личная жизнь застыла. Хватит быть дураком, который верит в готовые фразы лжегуру и продолжает быть отвергнутым. Сегодня я научу вас тому, что действительно работает для привлечения девушек через текстовые сообщения с правильной стратегией и логикой. Это не просто «Привет, как дела?» и ожидание, что произойдет чудо. Вам нужно понять, как использовать правильный тон, как добавить тонкость и загадочность, как ценить ее личность и показать свою собственную магнитную. Я буду вас ругать, когда это необходимо, потому что вы обожаете такие вещи, правда? Вам нужно встряхнуться и прекратить тратить силы на тактики, которые не дают результатов. Но я также дам вам ценные советы, чтобы вы научились отправлять тонкие фразы, создающие атмосферу соблазнения, пробуждающие женское любопытство и заставляющие ее думать о вас, даже когда телефон далеко. Я расскажу, как адаптировать стиль сообщений под ее профиль, как сбалансировать загадочность и доступность, как избежать преувеличений, чтобы не выглядеть извращенцем или отчаянным романтиком. Если вы хотите результатов, слушайте внимательно до конца, потому что в конце я дам несколько убийственных советов, которые могут перевернуть все. Без лишних слов. Давайте погрузимся в эту тему и прекратим терять время на скучные разговоры, которые никуда не ведут. Номер 1. Как использовать правильный тон, чтобы пробудить любопытство и привлекательность. Как использовать правильный тон, чтобы пробудить любопытство и привлекательность? Большинство из вас ужасно ошибается, выбирая тон сообщений. Некоторые слишком формальны, звучат как офисный работник, просящий отчет, другие слишком агрессивны, пытаясь навязать себя нелепо. Если вы хотите пробудить сексуальное желание, вам нужно найти баланс между уважением и смелостью. Это не значит, что нужно обращаться с женщиной как с королевой, но и не стоит воспринимать ее как объект. Нужно занять позицию уверенного мужчины, который знает, чего хочет, но не выглядит отчаянным. Так что забудьте о подходе «Привет, принцесса, как прошел твой день?», который вы повторяете каждый день, без эмоций, без энергии. Будьте немного провокационными, но показывайте реальный интерес и демонстрируйте, что у вас есть своя жизнь. Простой пример. Вместо «Привет, как дела?» попробуйте что-то вроде «Эй, я думал, что ты очень скромная, но мне кажется, что в тебе есть что-то, чего я еще не знаю. Я прав?» Обратите внимание, что это не оскорбительно, но провоцирует. Вы даете понять, что заметили что-то в ней, но подозреваете, что есть нечто большее, что вы хотите узнать. Это именно то, что вызывает любопытство, заставляет ее захотеть ответить, чтобы узнать, куда дальше пойдет разговор. Если она почувствует, что есть искра интереса, но при этом она не думает, что вы умоляете ее о внимании, это уже полпути к успеху. Однако будьте осторожны, чтобы не стать тем, кто отправляет 1000 сообщений без ответа. Если вы отправили что-то умное, а она не ответила, не настаивайте, не будьте дураком. Сохраняйте стойкость, дождитесь ее реакции или просто продолжайте свою жизнь. Этот баланс в тоне – первый шаг к созданию атмосферы соблазнения, которую вы хотите. Номер 2. Тонкие фразы, создающие атмосферу соблазнения. Тонкие фразы, создающие атмосферу соблазнения. Большая проблема многих из вас – это желание сразу перейти к фразам типа «хочу увидеть тебя голой». Проснись, мой друг, если ты будешь таким прямым и без контекста, ты будешь выглядеть как идиот. Чтобы создать атмосферу соблазнения, нужно начинать с тонкости. Речь не о лжи, а о намеках, чтобы она начала фантазировать. Например, если вы обсуждаете фильм, можно сказать: «Этот фильм напоминает мне о тебе, но я предпочитаю не говорить, какие сцены, давай оставлю это на твое любопытство». Замечаете игру? Вы уже запускаете триггер любопытства, и ее разум начинает думать: какая сцена? Почему? Здесь нет грубости, нет вульгарности, но есть вкус загадочности. Это то, что разогревает воображение. Еще один пример. Если она спрашивает, как прошел твой день, вместо того, чтобы дать общий, банальный ответ, можно сказать: это был интенсивный день,
но думаю, что он был бы еще лучше, если бы закончился в компании с кем-то интригующим. Есть идеи. Вы не просите ее срочно встретиться с вами, но даете понять, что вам хочется чего-то большего. Если ей это интересно, она клюнет на приманку. Если нет, ничего страшного, лучше узнать это сразу, чем тешить себя иллюзиями. Суть в том, чтобы создать картинки в ее голове, использовать тонкость, чтобы разжечь искру. Дайте ей с нетерпением ждать следующих сообщений, потому что она поймет, что вы не просто один из тех, кто говорит «спокойной ночи», «спи крепко, принцесса», без конца. Если вы будете умными, то заметите, что тонкие фразы, когда они правильно применяются, стоят больше, чем 1000 оскорбительных заявлений или куча ненужных ругательств. Номер 3. Сила загадочности. Говорите меньше, намекайте больше. Сила загадочности. Говорите меньше, намекайте больше. Хватит быть тем дураком, который рассказывает всю свою жизнь, все планы и секреты с первого разговора. Ни одна женщина не считает это привлекательным. Когда вы полностью раскрываетесь, вы убиваете ее любопытство, а любопытство – топливо для желания. Поэтому научитесь держать язык за зубами, контролировать волнение и не делиться всем подряд. Если она спрашивает о чем-то личном, не выдавайте все сразу. Ответьте кратко и добавьте загадочную фразу вроде «Может, поговорим об этом позже, когда я буду уверен, что ты выдержишь полную историю». Если ей нравится загадочность, она сойдет с ума от желания узнать больше. Но будьте осторожны, не путайте загадочность с грубостью. Это не для того, чтобы быть грубым, а для того, чтобы быть стратегом. Вы даете подсказки, но не раскрываете весь сюжет. Именно тогда она начнет воспринимать вас как интересного человека, который непредсказуем, у которого есть слои, которые можно исследовать. И если вы хотите пробудить сексуальное желание, вам нужно сначала разжечь в ней желание приблизиться, узнать ваши секреты, узнать, кто вы на самом деле. Так что, ради бога, прекратите отправлять сообщения о своих травмах, достижениях или каждом шаге вашего дня. Оставьте что-то в воздухе, заставьте ее задуматься, и когда она начнет искать информацию, вы подкидываете ей еще одну порцию загадки. Это игра терпения, но она приносит намного больше результатов, чем быть болтливым человеком, который отталкивает всякую возможность соблазнения. Номер 4. Сообщения, которые хвалят уникальным и запоминающимся образом. Сообщения, которые хвалят уникальным и запоминающимся образом. Вы мастера обыденных комплиментов, не так ли? Ты красивая, твоя улыбка прекрасна, и все. Думаете, этого достаточно? Нет. Чтобы создать эффект, вам нужно выделиться, заметить в ней что-то, чего никто не замечает, и превратить это в искренний и конкретный комплимент. Например, «Мне нравится твоя энергия, когда ты говоришь о том, что любишь, как будто вокруг становится светлее». Вы не просто говорите «красивая», вы говорите о ее вибрации, о чем-то более глубоком и уникальном. Если она присылает фото, вместо того, чтобы ответить «сексуальная» или «какая ты красивая», скажите что-то вроде «есть что-то в твоем взгляде, что не дает мне отвести глаз даже через фото». Понимаете разницу? Вы не грубы, вы подчеркиваете что-то, что пробуждает любопытство и заставляет ее воображение работать. Но не переусердствуйте с лести, если это не искренне, она сразу поймет. Обратите внимание на реальные детали, как она укладывает волосы, как она выражает себя в историях, или даже на манеру говорить, если вы общаетесь по голосовым сообщениям. И не становитесь маньяком, который хвалит каждую секунду. Используйте комплименты точечно, чтобы создать сюрприз и ценность, иначе это будет банально. Если вы освоите это искусство, вы уже сделаете огромный шаг в том, чтобы ваши сообщения вызывали не только внимание, но и более глубокие желания. Номер 5. Как адаптировать стиль сообщений под ее профиль? Как адаптировать стиль сообщений под ее профиль? Не существует универсального рецепта, каждая женщина – это отдельная вселенная. Если она интроверт, не стоит отправлять суперэкстравертированные сообщения, полные эмодзи и шуток без конца. Если она более игривая, не нужно быть формальным и серьезным, как на суде. Нужно быть хамелеоном, адаптировать тон, время, лексику под ее стиль. Но при этом не терять свою сущность, важно это понять. Не нужно становиться другим человеком, нужно подстроить форму общения так, чтобы она чувствовала себя понятым и заинтересованным. Обратите внимание на то, как она пишет, сколько строк, какие эмодзи использует или не использует, как быстро отвечает.
Если она отвечает быстро и расслабленно, можно быть более легким и ускорить ритм. Если она медлит и пишет мало, возможно, ей нравятся более сдержанные сообщения без лишних слов. Не будьте тем парнем, который отправляет длинные тексты тому, кто едва отвечает 2 фразами. Вы устанете, и она подумает, что вы слишком нуждаетесь в ней. В то же время, если она общительная, улыбающаяся и полна шуток, не будьте роботом без чувства юмора. Если она любит говорить о фильмах, вставляйте ссылки на фильмы. Если она любит музыку, отправляйте строки песен, которые связаны с вами. Это показывает внимание и создает связь. Так что наблюдайте за ее стилем, подумайте, как можно адаптировать свои сообщения, не теряя себя. Это социальный интеллект, и это имеет большое значение для того, чтобы пробудить не только внимание, но и желание. И если вам кажется, что это слишком трудоемко, извините, но соблазнение не для ленивых. Номер 6. Используйте юмор, чтобы разрядить атмосферу и пробудить интерес. Используйте юмор, чтобы разрядить атмосферу и пробудить интерес. Некоторые думают, что юмор – это просто бесконечные шутки. Нет, юмор – это создание непринужденной атмосферы, обмен улыбками, нечто такое, что позволяет ей расслабиться и открыться. Если вы будете слишком серьезными, говорящими только о серьезных темах, это может ее напугать или скучно. Если будете грубыми, будете выглядеть идиотом. Найдите золотую середину, легкие шутки, игривые провокации, забавные комментарии о том, что происходит вокруг вас. Если она рассказывает о плохом дне, вместо того, чтобы сказать «как жаль», попробуйте шутку, которая заставит ее улыбнуться. Смех – лучший способ пробудить желание, потому что он создает комфорт и эмоциональную связь. Но, ради бога, не отправляйте мемы без конца и не пересылайте глупые цепочки. Хороший юмор – это такой, который заставляет человека чувствовать себя особенным, потому что он понял шутку или ссылку. Если сможете, создайте внутренние шутки между вами, что-то, что будет понятно только вам двоим. Это создаст больше доверия. И, конечно, добавьте немного намека, если ситуация подходит. Легкая фраза может быть неотразимой, если она отвечает. Если заметите, что она не понравилась, прекратите. Хорошо использованный юмор сближает и создает ощущение, что вы не только интересуетесь сексом, но и человеком, с которым приятно разговаривать. А если ей нравится общаться, это полпути к созданию напряжения, которое вы хотите. Так что тренируйте свою способность быть остроумным, но не детским. Номер 7. Слова, которые создают чувственные образы в ее голове. Слова, которые создают чувственные образы в ее голове. Теперь поговорим непосредственно о сексуальном желании. Если вы хотите, чтобы сообщения повышали температуру, нужно использовать слова, которые создают чувственные образы в ее голове, но не делать это вульгарно. Например, вместо того, чтобы сказать «хочу тебя сильно», что может показаться агрессивным или грубым, опишите сцену более тонко. «Мне интересно, каково было бы почувствовать твой запах, когда я обнимаю тебя и крепко держу твою талию». Замечаете разницу? Вы создаете мысленный образ, но не делаете его явным или порнографическим. Это именно то описание, которое заставляет ее представить этот момент в своей голове, создавая дрожь, любопытство, желание пережить это на практике. И не ограничивайтесь только физическим. Говорите также о месте, свете, атмосфере. Например, иногда, когда я думаю о тебе, представляю, как мы болтаем тихо на моем диване, только мягкий свет лампы, и мои пальцы слегка касаются твоей руки. Это почти как мини-романтический сценарий, но с чувственным подтекстом. Это действует на женское воображение гораздо сильнее, чем дешевые фразы. И если она отвечает положительно, продолжайте, но всегда учитывайте ее реакцию. Если она на той же волне, можно переходить к более горячим сообщениям. Но внимание! Не настаивайте, если она не в настроении. Уважение – это ключ, потому что без уважения никакое желание не продлится. Номер 8. Влияние персонализированных и внимательных сообщений. Влияние персонализированных и внимательных сообщений. Хотите действительно остаться в ее памяти? Перестаньте отправлять универсальные сообщения, которые можно отправить любой девушке. Покажите, что вы обращаете внимание на ее уникальные особенности. Если она сказала, что у нее была трудная встреча, позже спросите, как все прошло. Если она упомянула, что любит такую-то группу,
Отправьте новую песню этой группы с текстом «Я вспомнил о тебе, когда услышал это». Если она говорила о проблеме, спросите, как она справляется. Такой подход заставляет ее заметить, что вы не просто еще один, кто пытается завоевать ее внимание, а тот, кто действительно заботится. И это невероятно соблазнительно. Когда вы добавляете что-то, что вы пережили вместе, в сообщении, например, «Я не могу забыть твою улыбку, когда мы говорили о путешествиях», она снова переживает тот момент и чувствует это тепло. Но будьте осторожны, не переборщите, чтобы не превратить это в идолопоклонство. И не создавайте впечатление, что вы записываете каждое ее слово в блокнот. Будьте естественными, искренне запоминайте важные моменты, покажите, что вы цените то, что важно для нее. Таким образом, она понимает, что каждое ваше сообщение имеет смысл, а не просто «доброе утро», повторенное без души. Женщины замечают, когда мужчина прилагает усилия, чтобы быть внимательным, и это помогает разрушить барьеры, открывая пространство для более интимных разговоров. Так что да, вкладывайтесь в эти усилия, но не становитесь подчиненным слугой. Снова баланс, внимание и стойкость – вот рецепт.